Приветствую, друзья! После победы над фанатиками в системе F-Wayne, ссылка на видео в описании, люди праздновали, а я был в раздумьях на станции и понимал, что это только начало борьбы за их гражданскую свободу против предрассудков языческой секты Вайп. В результате полученной свободы под правлением революционеров система процветала в статусе гражданская свобода. Но фанатики-сектанты бросили все свои силы на то, чтобы снова захватить и закабалить людей этой многострадальной системы. Мне пришлось совершить тактический отход, и 15 января начались выборы снова в системе. 3 дня подряд система была наводнена нечистью, и день за днем счетчик этих нечестных выборов увеличивался в их пользу. Как наконец 18 января счет стал 3-0, и шансы на свободу стали призрачными. В эти самые дни я наносил тактический окружной урон по поселениям фанатиков в других системах. В том числе в системе Лохасим, загружал вирусы в их поселения и лишал их энергии, стараясь наносить минимальный человеческий урон, осознавая, что эти люди жертвы фанатической пропаганды Вайп и могут одуматься. Также я действовал в зонах конфликта в системе Gliese 9480 и помогал противникам Вайп как в космосе, так и в планетарных поселениях, постоянно приводя команду к победе. В результате идолопоклонники проиграли в этом конфликте и теряли влияние в других звездных системах. Но мои успехи не были незамечены, и случилось самое подлое, что могло быть – предательство. По данным моего друга, бывшего агента Кемпейтай Седова, внедренного в секту, командир Чечинский, которому я доверял и считал его истинным ПВП-товарищем, подло сливал данные Вайп о моем местонахождении, пользуясь тем, что он был у меня в друзьях. Я сразу заметил, что он почему-то в эти дни стал часто сидеть по несколько часов в меню игры. И вдруг ни с того ни с сего в моей системе появился командир Лучезарный на боевой мамбе, от которого, впрочем, я без труда ушел на моем ПВЕ корабле. Я с негодованием удалил этого командира из друзей и продолжил борьбу. 19 января я заметил, что зомби-престята поверили в свою победу на выборах в F-Wayne со счетом 3-0 и стали покидать систему, оставив 2 флотоносца. Сайт Инара указывал, что в системе было не более 5 командиров за последние сутки. Я набрал миссии и сделал их, потратив чуть более часа. В результате, тратя не более 1 часа в день в течение 4 дней, я привел революционеров снова к победе. Этот камбэк со счетом 4-3 22 января 3309 года запомнится навечно в аналах свободной галактики. Люди на радостях сжигали пустующие капища убежавших вайповцев. В те дни я сильно приболел, но, приложив усилия, стал опускать влияние фанатиков, чтобы ввести их в конфликт с 3-й фракцией системы. К тому же этому способствовала ненужная экспансия революционеров, затормозившая рост влияния их в этой системе. Все шло отлично, но 26 января сектанты проснулись после очередной их духовной оргии, и борьба снова принимает другой оборот. Дорогие товарищи, свободные пилоты галактики, я обращаюсь к вам всем. Если вы свободны, как я, тогда вам тоже нечего терять, как и мне. Призываю вас наносить точечные индивидуальные удары по системам сектантов, снижая их влияние, пока мы не девайпизируем БГС. Этой секте достаточно существовать в одной звездной системе с одной ледяной планетой. Пусть они делают между собой, что хотят там. И запомните, вы будете бороться против эскадры Вайп, выкидыша омертвелого уже руганг-сообщества, которые лицемерно говорят, что пропагандируют Open, но ведут себя как позорные ганкеры. Их погибель будет тождественна гибели ганкерского сообщества ранее. Как показывает практика, даже всего один пилот Опена способен ввести их в ужасное положение. Но представьте, что случится, если нас станет 100. Победа за нами, товарищи!